Даже если нам нужно большое количество краски, лучше делать это небольшими порциями. И для перетирания белил нужно все предварительно тщательно очистить, чтобы они не были грязного оттенка. И я хочу все-таки обратить внимание на то, что если взять, например, сравнить использование таких деревянных плашек и, например, просто вот этого стекла с курантом, то здесь легко все смыть, в то время как здесь уже это хуже происходит, если, например, у вас нет много деревянных таких плашек, а только одна, то смывая, можно сделать цвет белил грязным, потому что как бы невозможно полностью это промыть. Мы готовую краску собираем мастихинами. Например, сейчас можно взять какую-то чашечку там или блюдце и покрыть это пищевой пленочкой в холодильнике. Это будет храниться краска тоже несколько там дней. Раньше, конечно, краска выстаивалась до суток. И говорят, что она крепче. Но я проводила какие-то опыты, я не увидела какой-то разницы между краской, которую я развожу и храню сутки, прежде чем начинаю пользоваться, и краской, которую я делаю и сразу пользуюсь ею. Я не увидела никакой разницы. Может быть, можно использовать такой метод с одной стороны. С другой стороны, если, например, во время работы, ну, то есть есть какие-то сроки, нужно что-то быстро сделать, то, естественно, нет возможности выдерживать какое-то очень длительное количество времени для того, чтобы выдерживать каждую краску сутки, тем более не всегда можно угадать, сколько ее разводить. Но если вы все-таки решились ожидать сутки, чтобы она растворилась, то в таком случае, вот, например, вы видели, какой консистенции у меня получилась краска охра, которую я последнюю разводила. То есть та краска, которую вы хотите выдерживать сутки, она должна быть такая вот более густая, чем, например, как я разводила красную краску. Она должна быть более густая. И сверху ее необходимо залить каким-то небольшим количеством воды, там каких-то 2-3 миллиметра, потому что, чтобы эта краска не высохла за ночь, ее поверхность не взялась коркой. На следующий день эта вода сливается аккуратненько, добавляют туда желток, хорошенько растирают все это пальчиком, как бы уже с желтком. Потому что получается, что вы добавили туда воды, и даже если вы краску растворяли с желтком, с яичной эмульсией, то какое-то количество каких-то веществ уже ушло в эту воду, которую вы слили. Поэтому добавляется вот несколько капель эмульсии, и вы пальчиком это все растираете, и уже вы можете с этой краской работать дальше. Что я хотела еще добавить, это то, что хорошо творенная краска с водой не смешивается. Это если вот этот способ мы будем использовать. Потому что я какой-то период использовала и такой способ, но потом я поняла, что как бы я в этом особого смысла не увидела. Но есть своя сакральность в этом, что ли, не знаю, как это сказать. Это дает, может быть, какой-то колорит работе такой более приближенный к каким-то старым временам. Но в этом я не вижу особой технической нужды, я в этом все-таки не вижу. Значит, я сказала, что хорошо творенная краска не смешивается с водой. Если вы ее зальете водой, краска должна быть довольно густая, а вода должна быть холодная. Этой темперой, которую вы сделали, можно работать в течение 3-4 суток. Позже она быстро разлагается, теряет свои волшебные качества, крепость. Вот. И краски, конечно же, нужно хранить в холодильнике. То есть краска не должна замерзать, потому что от мороза, как от жары, краска теряет, то есть не краска, а
яичная эмульсия теряет свои свойства. Я обычно держу эмульсию в холодильнике и какую-то часть отливаю для работы, а остальную прячу, и она у меня бывает, хранится даже больше, чем 4 дня. И еще такое маленькое замечание, что нежелательно, чтобы в яичную эмульсию попадала сырая вода в процессе работы. Например, если вы там кисть сполоснули в воде для работы, а потом полезли кисточкой, чтобы добавить эмульсию в краску, то при попадании туда уже как бы сырой воды, она, естественно, она быстрее может портиться. Вот, спасибо за внимание. Всего хорошего и творческих удач. До новых встреч. Оценивайте видео и подписывайтесь на мой канал. Буду снимать для вас очень интересные видео, открывать секреты иконописания, потому что есть такой момент, что многие делают из этого какую-то такую секретную область.